Ну что, друзья, первая поклевочка. Пока расставлял удилище, 3 поставил, 4-е заряжал. Когда зашла поклевка. Такой приятный карпик. Ну, я не знаю, ну, килограмм 1,5 максимум. Вот. Клюнул он на сливу старую ричардскую, наполовину с этим, с пинаплом. Не знаю почему, хит, наверное, что ли, в этом году он, старая классика, работает хорошо. Вот. Так что приятная быстрая поклевка. Ставил только стики, прикормиться еще не успел. Только разбираюсь на водоеме. В шапке, в теплой стою, потому что раннее утро, где-то около 5-6 утра, между этими часами. Вот. И сейчас, в принципе, только расставляюсь, смотрю, маркирюсь. Вот. Продолжаем дальше ловить. Итак, утренняя зорка. Я только расставился, закинул удилище, показываю пруд вам. Вот. На пруду есть соседи и с ночи, и которые днем. Ну что, утренний закон. Сейчас закормимся. У меня здесь зерновые. И я их перемешал. Немного пылячих добавил, может, для амура, чтобы он подошел. Я немного хлопьев добавил. Геркулеса высыпал. Вот. Так что сейчас будем закадриваться пока зерновыми. Было чуть попозже. Поехали. Естественно, ракету я отклипсовал. Ах ты. О, поклевочка. Что-то покрупнее сидит. Упирается хорошо. Прямо во время кормления взялся. Ну, сейчас взвесим. Оп, 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 оп. Сейчас взвесим. Даже интересно, сколько он. Так. Ага, 850 грамм сумка, 4,360. Получается 3,800. 3,800. Замечательно. Отлично. Поздравляю вас. Спасибо. Мне нравится такая рыбалка, когда рыбка реагирует на вот он так упирается, но, видать, небольшой. Ну, самое главное, что я закинулся 5 часов, сейчас 7, пол-8, а у меня уже 4-я поклевка. Да, вообще отлично.
Сейчас мы его сюда вытянем. О, подвели. Куда ты, друг? Тузик. Не уходи далеко. Давай сюда. Есть. Ну что, отличное утро. Хотя я не знаю, вы можете подумать, что пруд такой. Мужики вон там стоят в самом конце, последний, прямо перед коряжником. Всю ночь простояли, ни одной поклевки. Ну, это, конечно, не показать, что у них не клюет, но у меня вот так обстоят дела, у них так. Отлично все. Мат мокрый. Еще после последней поклевки. Кстати, опять клюнул на то же самое. Пинапл плюс Плюм Рояль, старый ричардский. Тонущие оба бойла. Ставлю в комбинацию, вот он клюет. Ну, тузики клюют. Оп. Что, друг? Давайте отцеплю. О! Чё, красота! Ну так он небольшой, давайте его отпустим. Оп! Оп, плыви! Доброе утро, друзья! С вами опять Николаевич на рыбалке с карпятником. Сегодня я выехал опять на рыбалку, так как сегодня суббота. И надеюсь, что суббота не пойдет, не будет учиться за счет моей жизни, так я ее провел на рыбалке. Но это отступление лирическое. Я нахожусь сейчас в Воронежской области, в Семилукском районе, на пруду Разинский. Я первый раз здесь, правда. Никогда до этого не был. Просто интересно было. Пишут люди, ловят. Ну, в принципе, почему бы мне не поехать и не посмотреть, что за пруд. Вот, забронировал вчера мостик и приехал. Сегодня я приехал часа в 4 утра. Пока разложился, около 5 часов. И сразу меня порадовал. Пока я раскладывал четвертую удочку, 3 я закинул со стиками, четвертую пока раскладывал, одна поехала, поклевка, вытащил, потом поставил, и в общем у меня получилось с 5 до 7 часов 4 поклевки. Один сход, 2 примерно по полтора небольших зеркаши, вот, и один, ну, неплохой 3800 карпик. Все это я попозже вам и важнее покажу. Радует, уже радует. Так, с утра динамично, вообще отлично. Сейчас, в принципе, 8 часов. Дует сильный ветер. Солнце поднимается, поэтому я спрятался в своем шелтере. Но, в принципе, довольно-таки не жарко. Вот, еще в толстовке и шапка одета. Поэтому, в принципе, прячусь от ветра, потому что неприятно. Он довольно-таки сильный. Но в любом случае, ветер ветром. А на дистанции здесь не длинная, где-то около 80 метров, 20 оборотов 4-метровых. Расстояние палочки я там маркирюсь. Вот, примерно от 18 до 20 я на тот берег закидываю. И там такой пологий склон. То есть пологий склон сверху, там получается, он идет резко, вот так повышается. Где-то около 2 метров. Я остановился на точке 2 метров с той стороны. Там, в принципе, резко спускается. И чуть-чуть сюда поближе, на 8 метров, здесь заканчивается склон. Где-то получается там 3.30, 3 вот, останавливается, и потом сюда склон идет ровно как жаровня, а потом начинается плавно выходить. То есть с той стороны вот такой склон, раз, соответственно, на этом склоне я ловлю на нижней бровке, на верхней бровке. Вот. Пытаюсь, естественно, все туда. И рыбка радует. Каждый раз, когда я прям прикормлю, она прям сразу раз и подходит.
Ну, это интересно. Раз есть движение, значит, есть и крупные, и мелкие. Будем дальше смотреть. Но, в принципе, не у всех так хорошо идут дела. У меня соседи рядом тоже подъехали, они начали ловить с середины пруда. А вот мужики сидят там далеко в коряжнике, самый последний мостик. Ну, вот они подошли и говорят, что-то мы сутки сидим, ничего не клюет. Хотя вот такое место, там рядом у них так коряги идут, там дальше никто не сидит, там конец пруда. Как бы рыба должна на прогрев идти. Сейчас ближе к нересту, туда заходит рыба. Ну, не знаю, может, попозже им повезет с клевом. Ну, у нас как-то удалось начало. Дальше будем смотреть. Вот. Ну, так что, дальше продолжаем рыбачить. И, в принципе, смотрим вываживание, прикорм и все остальное, что происходит на рыбалке. Всем спасибо, оставайтесь со мной. Ну что, друзья, очередная поклевка. Это необычно быстрая. Аж странно. Сейчас сниму обратно грузило. Это у меня обратно грузило, ветер большой. Прижимаю леску ко дну, чтобы не слишком штормило. Ну, карпик небольшой по ощущениям. Но опять может быть тузик. Посмотрим. Да, тузик. Ой, смешной. Корягу притащили. Засечка хорошая. Что могу сказать? Ну что, это вообще килограммчик еще меньше карпик. Отпускаем его. По прикормке, чем кормим? Я прикармливаю свою точку зерновыми. Здесь вареная кукуруза, пшеница и, естественно, кукуруза. Все это сварено было вчера. И я вчера же залил своим ликвидом на клубничном запахе. Там у меня видео есть, ликвиды, приготовление ликвидов. То есть на основе клубничного запаха я вот его здесь замешал. Плюс я сюда добавил полпачки геркулеса для того, чтобы он все-таки какую-то пыль вот создавал, шлейф, что-то такое привлекал. Ну, хочется привлечь еще амурчика по следу, если получится. Второе, я обязательно прикармливаю своими бойлами. Это все вареные бойлы. Они... Ух ты! Ну вот не судьба прикормку сделать. Чуть попозже объясню. Сейчас поклевочка. Буду вываживать карпика, смотреть. Но этот почет побольше, что радует. Он уже убежал куда-то в соседние удочки. Хотел снять груз, но бог с ним.
самое основное. Он сейчас спустится. Пошел к лидеру. Так, все-таки хорошо, что прижал большую часть. Карпик пошел. Дружище, ты чё такой маленький? А? Ты чё такой маленький? А? Ладно, сейчас возьму мат, достану, покажу вам. Ну, что? Вот он. Вот такой. Еще пока радуют такие, но они паровозят и тащат прям реально неплохо. Килограммовые, чуть побольше килограмма. Ладно, пускай плывет. Так, на что клюет? Смотрите сразу. Оснастка вертолет. Здесь чет. Здесь шуруп. Ну или как он там называется. На колечке идет. Здесь резиночка стопорная. И это скорик. Пирдроп. Вот закинул 10 минут. Закинул 10 минут. До этого 2 часа стоял, ничего не реагировал. Сейчас опять закину. Так, друзья, закидываю я вот со стиком всегда. Причем со стиком, но мне кажется, все-таки он ровнее ляжет и рядом будет прикормка. Мне кажется, это отличная вещь. Вертолет, потому что ветер все-таки сильный. Вот опять начинает. Ну и задний одеваю из-за ветра тоже. Может быть, он не нужен, но мне как-то вот сейчас я стал одевать, и поклевки почаще пошли, и ну не так вот не тащит сильно леску, ветер туда-сюда. Естественно, сейчас выберу слабину. Итак, друзья, чем кормлю? У меня 2 ведра по 10 литров. В одном зерновые это конопля, пшеница, кукуруза. Все это залито ликвидом на инверторном сиропе с запахом клубники. У меня есть видео, как я его готовлю на канале. Вот. Также я сыпанул сюда перед выездом пол пачки геркулеса для того, чтобы шлейф был какой-то белый, такое пятно создавалось. Ну, возможно, еще привлечем амура. Второе ведро, это у меня все вареные бойлы разных цветов, вкусов, залитые мидии, вкусом мидии, такая вонючая. Все никак ее не избавлюсь, 2 или 3 года она у меня стоит. Вот. И, в принципе, еще какими некоторыми запахами острыми для того, чтобы привлечь более крупного карпа. Я закидываю каждые 2 часа, я переоснащаю все удилища. Насадки, те, которые клюют, оставляю, остальные меняю на новые. И также я закармливаюсь 2-3 спомба. В точке, где у меня клюет, я кидаю 2-3 спомба зерновых, 2-3 спомба бойлов. В надежде, что бойлы я кидаю, конечно же, маленькая рыба их не ест, бойлы отлежатся, отдадут все запахи, станут мягкие к вечеру, чтобы подошел трофей. Вот. Каждые 2 часа
чуть-чуть подкорма. И, в принципе, перенасадки ищем, на что клюет. Вот. Продолжаем ловить. О, пошла. Поклевочка. Что-то есть. Ой, так ушел вправо как. Хороший. Хотя здесь не поймешь. Сейчас вытащишь. Там все 1,5 килограмма. Зато он провозил 20 минут как взрослый. Сюда идет. Сдается. А, вторая клюнула. Дуплет. Есть. Ну что, вторая. Дуплетом пошла. Тоже так же. Вправо. Шикарно. Ушел. Ну. Сюда. В эту сторону. Давай. Ну давай сюда. Ты не такой же большой, как провозил. Что же я с вами-то делать-то буду? Ну что, сейчас маты вытаскивать вас буду. На шпотре. Сразу. Что, вот такая рыбалка. Интересная. Стайка подошла, поклевала. Наверное, побежала дальше. Ну что, товарищи тузы. Вот такой тузик. Ай-яй-яй. Поплыл домой. И вот такой тоже тузик. Поплыл домой. Очередная поклевка тащим. Опа. Смотрим, что получается в нашей рыбалке. Отходил к соседям. О, небольшой. Ну, как обычно, стандарт. Днем идет почему-то стандарт. Надеюсь, ночью получше будет, поинтересней. Он, наверное, уже надоел ему. Отдыхать. О, ну, неплохой. Полторашка. Уже сбросил крючок. Крючок у меня гамакацу щадящий с малым жалом. Очень хорошо просекает рыбу. Мне нравится. Ну что, около 2 килограмм, да? Ну вот, очередной.
Приятно, поклевывает. Клюнул как раз опять же на тот же самый состав. Ричард, пинапл и дикая. Это Плюм Рояль. У нас паровозик. Ой, приятный. Опа. Опять работает его спинапл. Что с ней делать, я не знаю. Вроде бы уже убирал эту насадку. Думаю, может на другую пойдет. Блин, так неинтересно. Перестает клевать. А так одну насадишь, поклевывает. А она, блин, постоянно на нее клюет рыба. Это. Что делать, не знаю. Буду пока оставлять. Тем более, когда вот, особенно эта насадка, она стоит еще в воде, размокнет. Все, можно 5 раз ее насаживать, пока ее полностью карп не сожует. Что, карп? Карпенок или как карп? Не знаю, что это такое пока. Сейчас подымем, посмотрим. Ну, карпенок, скорее всего, он не стоит. Ух ты, ух ты, ух ты. Освободитель фрикциол называется. О! Ну, мы не будем форсировать события. Давайте потихонечку вот тогда. Все, он устал. Идет к нам. Все. Сидит прилежно. Засечка хорошая. Только почему-то за верхнюю губу. А был-то тонущий. Интересно. Девки пляшут. Смотрите, уважаемые друзья. Я сегодня ловлю необычно. Это задний груз. Я закидываю, ветер сильный, и помост высоковат все-таки. Я как не наклонял ротпот, он высоковат. И для того, чтобы на ветру вот так вот не гуляла леска, не люблю я этого, я сегодня ставил задний груз. Очень эффективно. Раз поставил, сразу леска точно встала. Мало того, что она еще встала, она еще прижала всю леску там. И получается, что карп больше ходит в вашем участке, ну, когда леска прижата внизу. Мне кажется, это, ну, кто-то скажет несущественно, кто-то существенно. Но вот при ветре я спасаюсь этим. И плюс открываю свой сектор для прохода рыбы. Рыба активно ходит. Второе. Я сегодня, так как у меня не получается связать дополнительно еще вертолетов, то я применяю применяю другую оснастку. Ой, осторожно, сейчас. 2 минуты расскажу и все. Вот, я тоже взял литкор. У меня есть такие резинки конусные. И на него груз ставлю, элеватор. Элеватор хорошо поднимается. Здесь он сильно не нужен, но так как он приятно поднимается, его легко с ним вываживать. То есть ставлю элеватор. То есть на груз своим кольцом наезжает на конусную резинку. Получается, при засекании карп выдергивает груз из резинки, но этого движения хватает, чтобы засечка произошла качественно. То есть он засекся вот так, раз, выдернул, и груз пошел по леске, ему не мешает. То есть так как груз здесь не фиксируется,
а идет по леске, то ему он болтает головой, а отцепиться не может. Если была безопасность клиса, груз был бы здесь. У него был бы шанс выдернуть крючок, как-то его, мотая вот так головой. А так у него практически шансы уменьшились это сделать. Вот. Ну и вот, в принципе, сам монтаж. Тонущий сверху у нас пинапл, снизу Плюм Рояль, старый ричевский, как уже не раз говорил, замучил этим. Вот. И также еще крючок. Крючок я здесь сегодня использую, уже вот последний раз купил, Гамакацу 4. Есть такая модификация с более тонкое железо, банан. И здесь он считается крючок, не травмирующий рыбу. Здесь заусенец именно, который засекается, он очень маленький. Но мне нравится, он хорошо просекает и держится. Почему-то. На самом деле он уменьшен, да, но вот из-за того, что он уменьшен, он быстро просекается, ну и не так-то его просто выдернуть рыбе. Хорошо держится. Мне нравится этот крючок. Тонкий, прям засекающийся хорошо. И почему-то у этой рыбы вверх засекся. Прям вообще не вопрос. Вот. Ну вот некоторые особенности оснастки. Если... А безопасная клипса мне почему-то в последнее время разонравилась, потому что я когда кидаю, очень часто либо я ломаю клипсу, отщелкивается груз, либо просто он отщелкивается при ударе в грунт. Ну не знаю, вот там из 10 закидываний одно обязательно с такой, ну, проблемой. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, я так закидываю. Может быть, ну, не судьба, но я последней безопасной клипсой меньше пользуюсь. Все больше вот мне нравится сейчас вот такой монтаж на резинке конусной. И также мне нравится сейчас больше вертолеты. Это для попапов. Вот. Так что вот так и рыбачим. Я, конечно, не знаю, но 15-20 минут и опять слива работает. Что с ней делать-то? Я не знаю. Я еще не избавился от предыдущей рыбы. Сейчас пойду подсак возьму с той рыбой. Вторую туда посажу. Придется подсачивать со старой рыбой. Ну что ж, и такое бывает. Бойкий карпик, но я чувствую, что он такого же типа, как и предыдущий, небольшой. Ну зато вот так интересно, темповая рыбалка. Приканываешь, приходит, ловишь. Приканываешь, приходишь, ловишь. О, это уже лысый идет. Зеркальный. Ой, лысые они бойкие всегда. Не знаю почему. Давай, давай сюда, сюда, сюда. Оп. Ну что, друзья, теперь в подсаке 2 их. Сейчас достану, покажу, чтобы вы поверили. Снимать крючок, перезакидывать. Пускай там сидят. Ну что, вот второй. Кто-то ужрал сверху. Не знаю, что это такое, щука. Ну, кто-то травмировал. Очень неприятно, наверное, карпу. Ну, при загрузке. Ну, что-то такое вот у него с верхней плавниками. Засечка почему-то в бок. Ну, я думаю, что ничего страшного. Вот. Такие поклевывают. Где-то 1,5 килограмма. А, кстати, вот он потрепан и за хвост кем-то. Дальше ловим. Ну что, друзья, вот
Очередной. Опускаем. Оп, оп. Ну что, друзья, кто бы сомневался. Опять гребаный. Клюет карпик маленький. Не знаю, как его назвать еще уже. Наверное, маленький. Ну, посмотрим. Тащить все равно будем. Я уже 5-го карпика на одну и ту же насадку. Я, в принципе, был не менял. Стабильно 1,5-2 килограмма ловится на одну и ту же наживку уже в течение 2 часов. Если учитывать, что сейчас 5 часов, то я, блин, постоянно ловлю уже. То есть утром ловился, днем ловился. Сейчас 5 часов. Вот у меня будильник продержал. Я вообще хотел сейчас снимать удилища эти и перенасаживать все. Вот одно закинул, второе закинул, а третье само сработало. Что-то меня напрягает еще одна удочка. Я же ее только закинул. Ну что, тузлан. Очередной. Ну, вообще, как бы, с одной стороны, как они замучили, а с другой стороны, блин, да клевая рыбалка вообще. Я такой давно не был, что меня так задалбливало. Чтобы она прям так настойчиво клевала. Ну что, конец наживки. Он ее разодрал. В общем, 4-й по счету. Сейчас достану. Бойкий. Побольше, 2 килограмма будет. Вот он доел наконец-то этот бойл. Можно будет перенасаживать. Ну что могу сказать? Я думаю, и засечка-то классическая вниз, в нижнюю губу. Отлично. Ну что, друзья, двушечка. Красава. Ой, красивая. Какой-то горбатенький. Вот. Ну что, дальше продолжаем ловить. В том же темпе. Стараемся темп держать. Давай. Сейчас тебя пойдем отпускать. Камера садится, поэтому я быстро включаю. Девочка, пойдемте за ней. Оп. Давайте вытащим его. Раз он так настаивает. Ну что, у меня было где-то 40 минут отдыха. Я посидел, спина отдохнула. Можно начинать опять активно ловить одну за одной. Я не знаю, уже, наверное, какая-нибудь 15-я поклевка. Но лучше так интенсивно, чем вообще сидеть, как все остальные вокруг. Право, лево. Пить, шашлык есть. И думают, что они на рыбалку приехали. Хотя люди отдыхают, это им хорошо. Но они же хотят все-таки поймать. Я так понимаю. Вот он. Сейчас мы его вытащим. Опять тузик. Ну, вообще, как сказать, 1,5 килограмма. Тоже туз. Ну да, туз. До 3 килограмм все тузы. Оп. Ну что, берем аккуратно смат и достаем его. Ух ты. Намотал.
Так, засечка. На что взял? Взял на Плюм Рояль. Я взял сейчас один Плюм Рояль, один пинапл. И подумал, как оно будет клевать. Ну что, пока Плюм Рояль выигрывает. Ну. Опять что-то у тебя каждый раз ты за этот. За задний плавник. Вот. Опа. Давайте уберем. Ну, такая рыбуля. Прекрасная. Не знаю, давайте отпустим, что ли, ее. О, лови. О, приятно. Так, среди ночи разбудил вот такой красавец. Пока встал, не пойму, что происходит. Вот он клюнул. Клюнул на ход демон. Ну, наконец-то. И тузики. Хоть что-то чуть-чуть побольше. Вот. Сейчас весим. $850 грамм сумка. Помним, да? 4,550. Ну что, тузики издеваются над нами. Чуть меньше 4 килограмм на 300 грамм. 3700. Напомню вам, что по правилам пруда здесь больше 4 килограмм отпускается в присутствии хозяина. И получается бесплатная путевка. Ну вот какое-то издевательство. Все никак не выйду за 4 килограмма плюс. Вот. Ну ничего, продолжаем дальше ловить. Клюнул на ход демон с кислой грушей. Может быть, сейчас переоснащу все удилища и лягу дальше спать. Вот, ночь прохладная. Ну, вот что-то принесло. Все, продолжаем дальше ловить, друзья. Карпик. Нет. Ты вставай. Я здесь встал, и ты вставай. Хорошо. Не мог бы расти или клевать другой побольше. Есть. Ну что, очередная поклевка. Даже мелочь пошла теперь на ход демон клевать. Вчера не хотела, а сегодня пошла. Давай я тебя хотя бы отцеплю. Как-то странно засеклась. Ну, не будем долго, как говорится, мучить килошного. Отпустим. Давай. Ну что, друзья, утро в 4:17 меня разбудил карпик. Сейчас я осуществляю закорм последний и буду уже складываться, и как сложусь, тогда поеду. Сутки мои подходят к концу. Сейчас я вам хочу показать рассвет, утренняя дымка над прудом. И вот красиво-красиво так дымка уходит
Восход солнца. Вот такая красота. Доброе утро, друзья. Ну вот, заканчиваются сутки. Сейчас вышло солнышко. Я как по привычке. Ну что, клевал постоянно. Клевал либо 2 раза. Поспать, вытащил. И утром на килограмм карпика отпустил. Сейчас я собираюсь уже. Складываю все. Вот. И, в принципе, моя рыбалка заканчивается. Мне очень понравилась рыбалка. Очень такая темповая, хорошая, быстрая. Поэтому, в принципе, все было отлично. Теперь, на что ловилось? Я так понимаю, все равно всем будет интересно. Ночью 4-килограммовый я поймал вот на такой монтаж. Пир-дроп. Сверху поп-ап, снизу ход-демон, 4 Хойбутс К1, поводок и стик, естественно. Был, ну, я думаю, он за 4 часа растаял там давно. Ну, в принципе, в любом случае подошла рыбка, на него клюнула. На что еще клевала? Вчера весь день клевала вот на эту насадку. Сверху пинапл. Ричардский, снизу прям рояль старый, ричардский. И, в принципе, ну и стик. Ну, естественно, крючок, банан с колечком связанным. Вот. Ну, доходило до того, что я на одну насадку 4-5 штук вытаскивал, пока ее не раздробил карп. Так что очень хорошую насадку показал на этом пруду. Прям отлично работала. Также на что еще клевало? Периодически проскакивал скорик. Но как-то он периодически. Вот. Скорик больше на пир-дроп брался. Или вот такой вот цвет. Наверное, больше интересовал больше цвет. Ну, пир-дроп тоже давал свое. Это монтаж вертолет был. Вот, тоже со стиком закидывался. Вот. Ну, остальное все как-то мимо. Я, наверное, десяток, 1,5 насадок использовал. Разные. И крили, и там... И крили, и все что угодно, и сладкое, и ну, как-то не очень. Вот, ребята рядом ловили, но у них поменьше ловилось. Ну, вывод один. У меня усыночек здесь впереди, и я его хорошо кормил. Я за сутки уложил туда 10 килограмм зерновых и 10 бойлов задипованных. Бойлы были вареные. Рыбка ночь, вечером прям собралась, там вот кишела. Утром видно, что она ходит, она разошлась по водоему, но вот к вечеру она там вся свалась. Ну, естественно, благодарно отзывались поклевки, и у меня были все-таки чаще поклевки, чем у других. Вот. Поэтому всем, кому понравилось видео, ставьте лайк,
подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Мне очень нужны подписчики. Вот. И, в принципе, следите за следующими включениями. Я заядлый рыбак. Раз в неделю я, естественно, ездю на рыбалку. Единственное исключение, если это какой-то отпуск или какая-то рабочая командировка. Поэтому подписывайтесь, следите за каналом. Всегда с вами Николаевич на канале с Карпятником, на рыбалке с Карпятником. Всем спасибо.